Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим криптовалюту и мировую экономику. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости, инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Ну а мы начинаем. Масштабы использования и влияния криптоактивов сильно различаются в зависимости от юрисдикции. Но, несомненно, наблюдается быстрый рост их принятия и влияния на мировую экономику. И поскольку эта тенденция сохраняется даже в условиях высокой волатильности и падения крипторынка, эксперты, регуляторы и международные финансовые органы все больше обращают внимание на то, как криптовалютные активы оказывают влияние на финансовую стабильность банковских систем, стран и мировой экономики в целом. Итак, какое же место криптовалют в мировой экономике? В последние годы мировой рынок криптоактивов быстро рос и развивался. С начала 2020 года по ноябрь 2021 непогашенная стоимость криптоактивов выросла примерно в 10 раз, достигнув пика в почти 3 триллиона. С тех пор она упала примерно до 1,2 триллионов, что составляет 0,23% мировых финансовых активов. При этом в настоящее время в обращении находится более чем 17 тысяч различных криптоактивов, а это означает, что рынок предлагает очень широкий спектр продуктов, помимо наиболее известных, таких как биткоин, эфириум, тезер и BNB. Кроме необеспеченных активов, это обычных криптовалют, таких как биткоин и эфириум, криптовалютный рынок также представлен стейблкоинами, токенами с обеспечением и различными децентрализованными финансовыми услугами, например, как DeFi, стейкинг, криптозаймы, доходное фермерство и так далее. На долю стейблкоинов приходится около 10% от общей капитализации рынка, а именно 110 миллиардов долларов. Ну а на долю всех DeFi решений 4,2% или же 48 миллиардов долларов. Какое влияние криптовалюта имеет на финансовую стабильность? Из чисел, представленных выше, видно, что на сегодняшний день крипторынок занимает очень малое место в мировой экономике и не представляет серьезной конкуренции традиционным финансам. Однако, по мере того, как криптовалюты становятся все более популярными и глубоко проникая в нашу повседневную жизнь, будет расти их доля и влияние на мировую экономику и отдельные ее составляющие. По мнению многих экспертов и международных финансовых институтов, в перспективе это может создать определенные риски для финансовой стабильности банков, стран и мировой финансовой системы в целом. Какие же риски несет криптовалюта для финансовой стабильности стран? Если розничные запасы криптоактивов значительно вырастут, особенно если они финансируются за счет долга, то резкая коррекция цены криптовалют может оказать негативное влияние на потребительские расходы и способность домохозяйств обслуживать свои долги. Согласно данным за 2022 год, средний уровень владения криптовалютой составил 3,9%. Это означает, что во всем мире цифровыми активами используется более чем 300 миллионов человек, то на 200 миллионов больше, чем было в 2020 году. Преобладающая часть этих пользователей находится в Северной Америке, 60%, Европе 20% и Азиатско-Тихоокеанском регионе 17%. При этом многие частные инвесторы покупают криптовалюту за счет заемных денег 14%. И среди всех инвесторов и более чем 50% это среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет. Использование заемных средств для покупки токенов создает риски для такого рода инвесторов, поскольку в случае резкой коррекции все, что у них останется, это долги перед банком. И если таких должников будет довольно много, то это может создать крупные проблемы для финансовой стабильности банковской системы и страны в целом. Тем не менее, сегодня доля криптоактивов в финансовом богатстве домохозяйств в большинстве стран остается очень ограниченной. Следовательно, риски для финансовой стабильности, которые в настоящее время могут возникнуть непосредственно из-за потерь домохозяйств, также ограничены. Ну а теперь поговорим про риски для основных инвестиционных рынков. Увеличение доли криптовалютных активов в портфелях институциональных инвесторов может привести к их разорению из-за коррекции цен, хакерских взломов или недостаточных резервов в случае стейблкоинов. Опрос Fidelity
Fidelity Institutional Investor Digital Assets показывает, что 13% традиционных хедж-фондов США и 23% традиционных хедж-фондов ЕС держат криптовалюту в своих портфелях. При этом только 3% пенсионных фондов США и ЕС прямо или косвенно инвестируют в криптоактивы, связанные с ними. Таким образом, текущее влияние криптовалют на традиционных институциональных инвесторов ограничено. Однако, если верить другому опросу, проведенному PwC среди 140 институциональных инвесторов с активами на 2,6 триллиона, то почти 60% респондентов планируют увеличить свои вложения в криптовалюты в течение следующих 3 лет. И единственное, что их сдерживает, это недостаточность необходимой инфраструктуры и неопределенность регулирования. Но по мере того, как эти барьеры будут уменьшаться, инвесторы могут увеличивать риски и встраивать криптоактивы в свой портфель в качестве одной из основных его частей. В этом случае для институциональных инвесторов возрастут как прямые, так и косвенные финансовые риски. Прямые риски – это падение цен на криптовалюты, взломы, недостаток резервов в обеспечении стейблкоинов и так далее. Ну а косвенные – это, например, ситуация, когда значительное падение стоимости криптоактивов может привести к тому, что инвесторы начнут продавать свои традиционные финансовые активы. А это, в свою очередь, может заразить традиционную финансовую систему. Ну и напоследок, какие же есть риски для использования платежей? Использование стейблкоинов для денежных переводов может создать проблемы для традиционных платежных систем и привести к разорению многих банков и компаний. В настоящее время стейблкоины почти не используются для обычных платежей, но по мере развития рынка у стабильных монет может появиться потенциал для быстрого масштабирования, что позволит им стать значимой частью международных переводов. И при таком развитии событий возрастают следующие финансовые риски. Если системный стейблкоин не выполнит свои обязательства или потерпит операционный сбой, такой как нарушение конфиденциальности, то это может подорвать общественное доверие к деньгам и платежам, а следовательно к финансовой системе в целом. Если на счетах компании-эмитента стейблкоина будет недостаточно резервов, то не исключено, что может произойти то же самое, что случилось с биржей FTX или стейблкоином Luna. Сейчас такие проблемы затрагивают только крипторынок, но что будет, если какой-то стейблкоин станет настолько же значимым, как JP Morgan, Western Union или же PayPal? Ну и заключительные мысли. В целом, криптовалюты сегодня могут оказывать некоторое влияние на финансовую стабильность, но это влияние пока что не является значительным или системным. В частности, некоторые эксперты считают, что из-за высокой волатильности и уязвимости к взломам криптовалюты в настоящее время могут увеличиться риски только для частных инвесторов и несистемных финансовых институтов, что затронет лишь небольшое количество людей, компаний и банков. Тем не менее, если крипторынок будет расти и все больше проникать в мировую экономику, то и связанные с этим процессом финансовые риски также будут увеличиваться и оказывать все больше влияния на нашу жизнь. Ну что же, на этой ноте наше видео подошло к концу. Надеюсь, что вам было полезно и интересно узнать за все риски и на роль криптовалют в мировой экономике. Если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки и колокольчики, а также пишите в комментариях, о чем бы вы хотели следующее видео. Ну и перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости, инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если вы трейдер или просто хотите купить биткоин или альткоины, то настоятельно рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто — это просто.